Приветствую вас на канале Техревизор. Пришло время умных домов, автоматизации, восстания машин. Подготовил рейтинг на эту тему. Конечно, тут мы будем говорить не о личных роботах-помощниках, а всего лишь об умных лампочках. Но даже пара умных лампочек в доме могут сильно упростить жизнь. Раздражает же, когда только лег в кровать спать и видишь в другой комнате включенный свет. Все-таки включать свет тыканьем в выключатель – прошлый век. Зачем напрягаться, если можно просто дотянуться до телефона или даже попросить это сделать своего помощника Алису, Марусю, Сири или кто у вас там. В общем, сценариев использования умной лампочки много. Обо всех сейчас рассказывать не буду. Я подобрал 7 хороших популярных моделей со стандартным цоколем типа E27, из которых можно начать делать свой дом умным. Давайте начнем знакомиться с участниками, а перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал. На последнее место я поставил лампочку от суббренда Xiaomi Aqara T1. Здесь она оказалась не по причине каких-то катастрофических недостатков типа перегорания, нестабильной работы и так далее. Мне просто не понравилась ее цена. Это самая дорогая лампочка в рейтинге. Тем не менее, по характеристикам у нее все четко. Выдает 8,5 Вт мощности, светит только белым цветом. РГБшных светодиодов не завезли, но они не настолько важны для большинства пользователей. Конечно, я подобрал и разноцветные модели с возможностью настройки любого цвета радуги, но конкретно у этой Aqara T1 можно регулировать только яркость и теплоту освещения. Цветовая температура здесь достаточная, чтобы сделать в комнате максимально яркий белый свет со значением в 6500 Кельвина и более желтый, спокойный для восприятия в 2700 Кельвинов. Например, для вечерних просмотров фильмов или утренних подъемов. Одна такая лампочка создает световой поток 806 люмен при максимальной яркости. Это стандартный показатель в среднебюджетном сегменте. 806 люмен – золотая середина, которая достаточна для освещения, например, в ванной, в коридоре. Но, например, в спальню, гостиную понадобится 3-5 таких штук. Для яркого освещения помещения на 15 квадратных метров необходимо, чтобы создавался поток в около 3-4 тысяч люмен. Весь функционал настраивается в приложении. Лампочка легко подключается. В нем можно выставить таймер, выбрать режим освещения, самому подкрутить яркость, теплоту или даже подключить к какому-нибудь голосовому помощнику, чтобы давать команды голосом, не открывая приложение. На 6-м месте стоит Kayoma RGB. Думаю, сразу понятно, что она светит не только белым. Тут в нашем распоряжении все 16 миллионов разных цветов. Можно играться и играться, особенно ребенку в детской. Для использования качаем официальное приложение, добавляем там лампочку и даем волю фантазии. Выставляем какой угодно свет или выбираем уже готовый режим. Можно даже подключить ее к телефону, подрубить музыку и получится светомузыка. В общем, в редких случаях под особое настроение может пригодиться вся эта канитель. Ну и пользоваться ею как обычной лампочкой с белым освещением тоже можно. В отдельную вкладку внесена эта функция. Там регулируется яркость и цветовая температура в пределах от 2700 до 6400 Кельвинов. Световой поток на том же значении 806 люмен, но мощности при этом немного больше 10 Вт. Но для нас этого особого значения не имеет, так как чтобы осветить большую комнату, нужны все же 3-5 лампочек в зависимости от площади. Но приятно в этой лампочке как раз именно это – цена. Если вам нужна не одна, а сразу несколько штук, Kayoma не так сильно ударит по кошельку, как в случае с прошлой Aqara. Заплатить придется чуть ли не в 2 раза меньше в перерасчете на одну лампу. Но да, если вам не нужен лишний функционал в виде RGB светодиодов, то лучше купить какую-то из более подходящих моделей. Смысл покупать лампочку с излишками, которыми никто не будет пользоваться. Все стандартные настройки типа расписания включения, удаленный доступ в приложение, подключение к любому голосовому помощнику, таймер работы – все есть для создания комфорта, еще и за небольшую цену. Еще одна классная модель Sber A60. От прошлого места она отличается разве что ценой. Но мне больше симпатизирует именно эта лампочка из-за понятного и знакомого бренда. Уверен, что о том Kayoma не один я в первый раз услышал. А здесь за счет Sber лично у меня складывается больше доверия. По мощности Sber A60 на 1 Вт слабее. Ну, вообще не показатель на самом деле. Светит она также ярко.
Каких-то недостатков от даунгрейда я не заметил. Световой поток уже в третий раз неизменный – 806 люмен. Для стандартной квартиры в многоэтажке хватит одной лампы для ванной, кухни, коридора. В гостиную лучше брать побольше. Впрочем, вы уже сами все знаете, повторять не буду. Лампочка имеет RGB светодиоды. Тоже светит любым цветом. Выставляется и настраивается все по классике в приложении. Также никто не отменял классический белый и теплый желтый. В этом плане цветовой диапазон температуры начинается на 2700 кельвинов и заканчивается на 6500 кельвинов. Ничего нового. По настройкам и функционалу также не могу выделить что-то особенное. Качаете сберовское приложение Salute и подключаете лампочку. Там можно настраивать те же параметры: яркость, теплоту, таймер отключения, задавать свет, включать какие-то отдельно подготовленные RGB режимы. Единственный нюанс: для голосового управления нужно устройство с голосовым ассистентом Salute. Поэтому да, получается не очень универсально. Все-таки это сберовская разработка со своими мозгами, которые не хотят работать с остальными. Но если вам такой вариант не подходит, так как вы уже привыкли к Алисе, то вот вариант от Яндекса. Четвертое место занимает умная лампочка Яндекс с Алисой RGB. Дружит, например, с Яндекс-станцией, поэтому если вы фанат Яндекс-девайсов, ну или хотя бы имеете какие-то устройства от них, эта лампочка может пополнить ряды в умном доме. Так как смысл покупать какой-нибудь Акара или Кайоми, когда у вас уже готова база под умный дом. Лучше все выстраивать под экосистемой одного бренда. Хотя можно купить эту лампочку и отдельно от всего. У вас же не обязательно должна быть какая-то станция. Если вам для управления хватит и одного приложения, то можно пользоваться лампочкой Яндекс вообще без проблем. Все функции точно такие же, настраивается легко. Она выдает 8 Вт мощности, ну это база. Но световой поток здесь увеличили до 900 люмен. Встречаются в отзывах людей, которые жалуются на яркость, мол, тусклая какая-то. Но если поставить одну лампочку в комнате на 25 квадратных метров, то да, яркости действительно хотелось бы побольше. Но мы ведь понимаем, куда можно установить одну лампочку, а куда нужно больше, чтобы света было достаточно. Поэтому, если все правильно рассчитать, никаких проблем с тусклостью не будет. Также хочу выделить световую температуру, которая в минимуме светит на 1700 кельвинов. Максимум остался неизменным — 6500 кельвинов. А вот минималку можно хорошо выкрутить до еще более теплого света. При этом остались RGB светодиоды с кучей разных режимов и приколов. Ну, о них я тоже уже не раз говорил. Ничего нового и сверхъестественного не добавилось. Но если вам эта разноцветная дискотека не упала, можете рассмотреть последнюю модель с белым светом. Уж больно мало внимания я уделил самым стандартным лампочкам. Третье место я отдал Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White. И она уже не перебирает, с кем дружить, а с кем нет. Легко коннектится и к Google Home, и к Apple HomeKit, и к Amazon Alexa, и ко всем остальным. В общем, с этим проблем не будет. Просто вкручиваем в цоколь, качаем приложение Mi Home, подключаем лампочку и начинаем настраивать. Кстати, может у кого-то был вопрос, как это работает, если лампочек сразу несколько. Ну, например, где-нибудь в гостиной установил в люстру сразу 3 штуки. Нужно подключить каждую в приложении и создать группу. Так получается управлять сразу 3 лампочками. То есть, например, чтобы выключить свет, вам не придется тыкать на каждую лампочку отдельно и выключать. Это касается и других функций, так что тут все продумано. И что еще важно, управлять лампочкой можно без Wi-Fi. Конечно, сделать лампочку зависимой от провайдера — мега тупость. Поэтому это просто небольшое уточнение, мало ли кто сомневался. По функционалу в приложении все то же самое, что и у прошлой модели от Яндекс. Ну, разве что нет отдельной вкладки для настройки разноцветного режима. У этой Xiaomi все просто. Вручную регулируется яркость и теплота освещения, а так все то же самое. Также можно выставить таймер работы, настроить изменение цветовой гаммы в зависимости от времени суток и так далее. По другим параметрам тоже вопросов не имею. Стандартная мощность 8 Вт, стандартный световой поток 810 люмен, коннектится и светит без лишнего гемора. Это все, что о ней можно сказать, если вкратце. На второй строчке стоит Elite Smart LED Bulb W3. Не то чтобы в чем-то сильно превосходит прошлую модель от Xiaomi, просто по некоторым параметрам все-таки немного лучше, но и подороже, учтите. Поэтому, если прошлой лампы от Xiaomi вам будет достаточно, на эту можете даже время не тратить. Но тем не менее, здесь мне понравилась возможность отрегулировать свет по теплоте. Диапазон цветовой температуры начинается с 1700 кельвинов, поэтому можно сделать более теплый и спокойный свет, чем у Xiaomi Mi Smart LED. Полезно, если вы не любите постоянно сидеть с холодным белым, а обычная лампочка
лампочка не дает столько желтизны, сколько вам хочется. Но это уже реально мелкие детали. Для большинства пользователей это далеко не самый важный момент. Еще одна мелочь, но приятная. Световой поток в 900 люмен. То есть, если вы купите одну лампочку в туалет, то разницы между 800 и 900 не заметите. Но если у вас здоровая люстра на 4-5 лампочек, то вот тут уже эти 100 люмен сыграют большую роль. Но в целесообразности пихать в люстру 5 RGB лампочек еще нужно убедиться. Хотя, если у вас скручена парочка белых, то можно разбавить бело-желтые будни чем-нибудь цветным. И отсюда уже все вытекающие в виде света музыки, разных режимов освещения и всей вот этой разноцветной истории. Ну, а если вам все это не надо и нужна самая простая лампочка, только немного умнее обычной, со всякими наворотами и удобствами, то остановитесь на прошлой одноцветной Xiaomi. Первую строчку безоговорочно отдал Hyper IoT A61 RGB. Уж больно жирная по функционалу и параметрам модель. Сразу выделилась из всей толпы, что я подобрал. Здесь и мощность 12 Вт, и световой поток в 1020 люмен. Уже чего-то стоит. Хотя по стоимости она как раз радует, так как получается выгоднее в сравнении с прошлыми Xiaomi, Алисами, Сберами. И неважно, брать одну или сразу целую пачку на каждую люстру и лампу дома. Конкретно эта модель светится всеми цветами RGB. Но в том и сок, что есть полностью аналогичная лампочка, но только с белым свечением. Поэтому есть возможность выбрать под любую ситуацию. Хоть это одна лампочка в уборную, хоть это 5 лампочек в гостиную, парочка в детскую, в которых, кстати, не лишним будет хотя бы одну RGB поставить. Все-таки дети любят такое. В любом случае, куда бы вы ни вкрутили эту лампочку, пользоваться ей не мешает ровно ничего. Она без проблем встраивается в любую экосистему умного дома, будь то Алиса, Салют, Маруся, Siri и все остальное. Вообще у бренда есть своя экосистема Hyper IoT. Поэтому, если у вас это первый опыт, можно начать с нее. У Hyper все равно широкий выбор умных девайсов, не только лампочки. Поэтому нет никакой причины выдумывать что-то другое. Лампочка также подключается к любому голосовому помощнику, к ней можно докупить датчик движения. И это не считая регулировки яркости, теплоты освещения, выбора цвета свечения. А еще под музыку можно менять цвет, как дискошар, можно дискотеку дома устроить. В общем, реально универсальная и многофункциональная лампочка на абсолютно любой случай. Я, например, не смог придумать, в какой ситуации Hyper A61 могла бы не подойти. Для управления и настройки не нужны какие-то особенные навыки. Даже дети без проблем справятся с задачей включения света, настройки яркости, цветового оттенка. Для этого нужно лишь скачать фирменное приложение. Лампочка коннектится к Wi-Fi, отображается в приложении, где по интуитивно понятному интерфейсу легко настраиваются все параметры. Ну, а если у вас есть какая-нибудь умная колонка, то можно и голосом управлять. Так еще удобнее. Особенно, когда влом вставать с кровати, чтобы выключить забытый свет на кухне. В общем, как по мне, Hyper IoT A61 RGB реально достойный вариант с лучшим соотношением цена, качество, функционал. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.